Друзья, приветствую вас на канале Русторис. Меня зовут Андрей, и я читаю для вас короткие рассказы на русском языке. Сегодня рассказ от имени IT-специалиста. Итак, поехали. Я айтишник. До недавнего времени работал в Москве. О переезде я думал уже давно. Пробовал собеседоваться в офис Google в Польше, но тогда мне не хватило разговорного английского. Я только начинал его учить. А в мае прошлого года мне написал рекрутер из Amazon и предложил пройти собеседование для работы в их ирландском офисе. Я согласился. Собеседовался где-то 1,5 месяца, и в итоге мне прислали оффер. Я немного подумал, согласился и в итоге перебрался в Дублин с женой и ребенком. Оффер я получил в конце июня, а в Ирландию прилетел 30 ноября. То есть подготовка к переезду заняла ровно 5 месяцев. И это нормально. Для переезда в Ирландию нужно многое учесть. И это отнимает кучу времени. Всем этим со стороны работодателя занимается специальная компания. То есть Amazon дал мне контакты этой компании и сказал: они тебе напишут все, что нужно. Документы будешь пересылать им тоже. Так и взаимодействовали. Первым делом требуется получить разрешение на работу. И без этого разрешения визу тебе не дадут. Разрешение делает та самая специальная компания. Занимает это примерно 2 месяца. Первым делом меня попросили онлайн заполнить много документов. Это были всякие анкеты и заявления. Потом затребовали резюме. Тут случилось интересное. Меня попросили официально подтвердить, что я действительно работал в 2 последних компаниях, которые я указал в резюме. Остальные компании из резюме проверять не стали, но я слышал истории, как опрашивали всех. В Ирландии это нормальная практика. Потом, разумеется, потребовалось свидетельство о браке, о рождении ребенка, паспорта, все переведенное. Требовали цветные копии, но по факту сказали, что они не нужны. После оформления разрешения можно идти делать визу. Это уже лично, в посольстве Ирландии. Туда список документов периодически меняется. Надо уточнять. Но в основном все то же, что и для разрешения на работу. Еще у меня жена с собой брала некоторые лекарства. И мы на всякий случай перевели на них рецепты. Правда, их не спросили. Жилье – это, наверное, самая большая боль в Ирландии. В основном квартиры здесь ищут на сайте Daft. Он самый популярный. Я пользовался
только им. Когда находишь подходящий вариант, схема действий такая. Пишешь сообщение, где указываешь, что заинтересовался квартирой. Кратко описываешь себя. С семьей ли ты, где работаешь. Если в IT, это плюс. Обязательно указываешь, что можешь взять рекомендацию о себе у прошлых хозяев квартиры. Если только приехал, что дадут рекомендацию из отеля. Все это отправляешь на e-mail. В одном случае из 10 отправленных писем тебе пишут и приглашают на просмотр. Причем могут сказать завтра в 12 часов. И им все равно, что это рабочий день. Благо, работодатели все понимают. Ты приходишь, и там еще человек 15 смотрят квартиру вместе с тобой. Тебя обязательно проверяют по списку, что ты пришел на просмотр. После просмотра спрашивают, подходит ли тебе жилье. Если подходит, говорят, присылайте на почту документы. Ты присылаешь на почту все, что есть. Загранпаспорта или местные документы, если успел их сделать. Плюс пишешь максимально продающее сообщение о себе, чтобы выбрали именно тебя. Прикладываешь платежки, что реально получаешь зарплату, и подтверждение от работодателя, что работаешь. Еще просят выписку со счета, чтобы проверить, что у тебя действительно есть деньги. Кстати, все это время ты общаешься с агентством. Собственника ты даже никогда, вероятно, не увидишь. Если выбрали тебя, тебе пишут: если готовы снимать, скидывайте залог 500 евро на этот счет. Если передумаешь, залог останется у них. В итоге у меня съем квартиры занял чуть больше 2 недель. И при этом я предъявлял минимум требований, не привязывался к локации, не придирался к комнатам и мебели. В итоге снял нормальную двушку за 2500 евро в 10 минутах езды до работы на велосипеде. Площадь маленькая, а цена могла бы быть поменьше. Но времени искать варианты лучше не было. С ребенком в отеле жить неудобно. И 2 недели – это еще очень быстро. Многие тратят месяц и больше. В целом, Ирландия неплохая страна для IT. Здесь много офисов самых разных компаний, в основном международных. Думаю, причина в том, что в стране довольно низкие налоги, плюс куча всяких бенефитов и такс-кредитов. Как для сотрудников, так и для компаний. Можно неплохо экономить. Друзья, вот такой рассказ. А у меня на сегодня все. Спасибо, что учите русский с каналом Rustories. Оставайтесь с нами. Огромной вам удачи и пока!